В течение нескольких недель мужчина по имени Марк страдал от таинственных укусов, которые появлялись каждое утро, оставляя его кожу воспаленной, покрытой красными пятнами и невыносимо зудящей. Сначала он был уверен, что это обычные постельные клопы, и пытался убедить себя, что проблема банальна и решаема. Но когда правда наконец открылась, она оказалась куда более тревожной, чем он мог представить. Все происходило в его квартире в Бостоне, куда он переехал несколько месяцев назад. Каждое утро Марк просыпался с новыми следами на руках, шее и груди. Зуд был таким сильным, что иногда ему хотелось расчесать кожу до крови, и мысль о том, что ночью по нему что-то ползает, не давала покоя. Он стирал постельное белье при максимальной температуре, пылесосил матрас, ковры и щели в паркете, распылял инсектицид, купленный в хозяйственном магазине, однако укусы продолжали появляться, и он не сомневался, что в его спальне завелись паразиты. Однажды, после особенно бессонной ночи, Марк стоял у своей кровати, глядя на матрас так, будто перед ним враг, и медленно откинул простыни, проверяя каждый сантиметр ткани. Он не обнаружил ни насекомых, ни черных точек, ни следов крови, ни сброшенных оболочек. Это начинало сводить его с ума. Он читал статьи в интернете, сравнивал фотографии укусов и каждый раз приходил к выводу, что виноваты клопы. Он осмотрел швы дивана, проверил плинтусы, установил липкие ловушки, но ни одно устройство не поймало ни единого насекомого. Если бы это были клопы, он давно нашел бы доказательства. В отчаянной попытке поймать ночного нарушителя Марк установил телефон на штатив и направил камеру на кровать, тщательно выставив угол обзора так, чтобы в кадре были подушка и часть одеяла. Он лег спать с ощущением тревоги, но с надеждой, наконец, увидеть виновника. Утром он просмотрел запись. Первые часы ничего не происходило, но около 3 часов ночи одеяло едва заметно шевельнулось, словно под ним что-то двигалось. Очертаний различить было невозможно, лишь легкая рябь на ткани. И когда он увеличил изображение, то увидел только смазанную тень, слишком маленькую или слишком быструю, чтобы понять ее природу. В тот же день Марк позвонил в службу дезинсекции, и вечером к нему приехал специалист по имени Роберт, невысокий мужчина с внимательным взглядом. Он выслушал историю, надел перчатки и начал осматривать спальню, подсвечивая фонариком каждый шов матраса, разбирая каркас кровати, проверяя щели в стенах и за изголовьем. Спустя час Роберт покачал головой и сказал, что не видит никаких признаков присутствия постельных клопов, спросив, действительно ли укусы появляются ночью. Марк подтвердил, что просыпается с новыми следами почти каждое утро и не понимает, что еще это может быть. Роберт предположил блох и поинтересовался, есть ли у него домашние животные, но Марк жил один и никого не держал. Тогда специалист предложил установить профессиональные ловушки и вернуться на следующий день. Марк согласился, надеясь, что теперь правда откроется. Ночь снова прошла беспокойно, а утром Роберт сообщил, что ловушки пусты. Он порекомендовал обратиться к дерматологу, предположив, что это может быть кожное заболевание. Марк записался на прием к доктору Стивенсу в клинике в центре города. Врач внимательно осмотрел высыпание, взял биопсию одного из воспаленных участков и назначил крем для снятия зуда. Несколько дней спустя результаты показали воспалительную реакцию, характерную для укусов насекомых, и доктор Стивенс по телефону сказал, что Марка действительно кто-то кусает. Он предложил консультацию энтомолога, своего коллеги, который иногда помогал в необычных случаях. Через неделю Марк отправился в пригород Кембриджа в лабораторию доктора Ли, известного специалиста по редким паразитам. Доктор Ли внимательно выслушал историю и задал вопрос, случаются ли укусы вне квартиры. Марк ответил, что когда остается у сестры или друзей, новых следов не появляется, значит, источник находится дома.
Энтомолог решил осмотреть спальню лично. Вернувшись в квартиру Марка, доктор Ли методично изучал матрас, постельное белье и каркас кровати, собирая образцы пыли, волокон и мелких частиц древесины в стерильные пробирки. Его движения были медленными и точными, а лицо оставалось сосредоточенным. Когда он приподнял угол матраса и осмотрел нижнюю сторону, он внезапно замер и поднес лупу ближе. Он осторожно соскреб крошечную пыль и поместил ее в контейнер. Марк заметил перемену в его выражении лица и спросил, нашел ли он что-то, но доктор Ли ответил, что сначала нужно провести анализ под микроскопом. В ту ночь Марк перебрался спать на диван в гостиной, надеясь, что вдали от кровати все прекратится, однако утром обнаружил новые укусы на лодыжке и понял, что проблема распространилась. Вскоре ему позвонил доктор Ли и настойчиво попросил срочно приехать в лабораторию. По дороге Марк чувствовал, как в груди нарастает тревога, ладони потели, а мысли путались. В стерильном помещении лаборатории доктор Ли подвел его к микроскопу и показал чашку с образцами. Марк наклонился к окуляру и увидел среди пыли крошечные вытянутые существа, меньше булавочной головки, с тонкими телами и несколькими парами ног, двигающиеся быстро и беспокойно. Они не были похожи на обычных клопов, их тела оказались почти червеобразными. Доктор Ли тихо произнес, что идентифицировал вид и что это триатома инфестанс, паразит, обычно встречающийся в Южной Америке, известный агрессивным поведением и способностью питаться кровью человека. Он объяснил, что эти насекомые могут переносить опасные инфекции, вызывать тяжелые аллергические реакции и скрываться в трещинах мебели и стен, появляясь по ночам для питания. Марк спросил, как они могли оказаться в Бостоне, и доктор предположил, что заражение связано с партией импортной мебели, которую Марк купил несколько месяцев назад на складе распродаж в порту. Вечером в квартиру прибыла специализированная команда в защитных костюмах, они провели интенсивную термическую обработку спальни и использовали профессиональные растворы, чтобы уничтожить колонию. Процесс занял несколько часов, мебель была утилизирована, стены частично разобраны и обработаны. В конце концов, специалисты объявили, что заражение ликвидировано. Спустя неделю Марк снова посетил лабораторию доктора Ли для итоговой консультации, где ему объяснили, что личинки паразитов, вероятно, попали в его дом вместе с импортированным каркасом кровати, адаптировались к условиям квартиры и быстро размножились. И теперь информация о случившемся будет передана экспертам, чтобы подобные случаи можно было предотвращать в будущем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.